Этих деревень давно нет на картах, дороги к ним заросли травой, и по ним давно никто не ездит. Изредка тут можно встретить одинокого старика, но с каждым годом эти места становятся все более глухими. Вместо детского смеха тут вой ветра, а когда-то светящиеся в ночи окна домов навсегда погасли. Мне удалось добраться до дальней заброшенной деревни, где живет всего один житель, и зайдя в один заброшенный дом, я потерял дар речи. Досмотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Я сейчас нахожусь на дороге и еду для вас снимать и искать заброшенные деревни. Я очень надеюсь, что мне сегодня повезет найти интересные заброшки. Конь меня сегодня не подведет. Вы желаете мне удачи, господа? Мой путь пролегал по глухим местам. Я уже около часа ехал по заросшим травой асфальтным дорогам, которым не было ни конца и ни края. Где-то в конце этой дороги есть старинный хутор, где живет буквально несколько человек, и моей целью было доехать до него во что бы то ни стало. Ребята, приехал в низину, вот видите, впереди там уже есть заброшенные какие-то здания. Тут такая рыбочка, ничего, ветер тут не задувает. Я тут когда-то был в прошлом году, и меня тут мужик прогнал, один-единственный житель. Я надеюсь, что он меня сейчас не заметит, потому что холодно, зима, и я смогу для вас отснять материал. Вот мой конь. Вы этот мопед уже знаете. Он прекрасно себя показал. И сегодня у него вроде как не планируют подводить. Кстати, на обратном пути я, может быть, насобираю шиповник. Видите, какой тут шиповник красный? И вроде как неплохой. Так, ребята, наш первый заброшенный дом, есть там еще пару домов. Это на самом окраине села. Тут когда-то было поле, видите, оно уже давно заросло. Сейчас посмотрим, что там осталось от дома, и поедем дальше. Дом в печальном состоянии. Вообще стоит на окраине села. Столб, к которому уже давно не ведет электричество. Смотрите, ребята, вокруг одни степи. Вода из колодца. Очень глубокий колодец. Местные разбирают дома на стройматериал. К сожалению, видишь, бетоном был залит. Был когда-то достаточно качественный домик. Да, тут, к сожалению, сохран печальный. Тут было раз, два, три комнаты. Ну, либо же это веранда, предбанник. Там есть еще подвал. Все, что осталось от сарая. Хозпристройки всякие. Тут даже вода собиралась. Видимо, люди воду набирали. Какая-то обувь сгнившая, старая, бутылки пивные. Смотрите, какая красота вокруг. Тут уже частично погреб обвалился.
И он теперь достаточно опасный. Качественный бетонный погреб. Но он пустой. Ладно, ребята. Будем ехать дальше. Это наш первый попавшийся дом. Он разбитый. Видно было, что он качественный, красивый. Видите, тут еще краска осталась. Будем двигать дальше. Есть какой-то домик. И не один, там еще нормально сохранился хотя бы. Посмотрим, что тут. Видите, какая-то веранда осталась. Или что это такое? Прекрасный подъем на второй этаж, сарай. Ой, конечно, сохран тут, ребята. Печаль, беда. Когда-то хорошо люди жили. Пластиковые трубы, плитка. Ладно, надо идти дальше. Даже дверь когда-то открывалась. Видите, ребята, тут почти ничего не осталось. Тут был пожар. Крольчатники всякие, курятники. Ну, в тот дом нет смысла идти, он давно разрушен. Ладно, будем ехать чуть дальше. Там вот должны быть еще более сохранившиеся дома. Короче, проезжал тут по селу, ребята, вот развилка, там улица, дома, а тут, блин, памятник. Одна улица, потом там вторая улица, и памятник стоит прямо на дороге. Вот такие вот дела. Дом прекрасно сохранившийся. Смотрите, какие тут люди жили богатые когда-то. Давайте вначале посмотрим сараи. Календарь. Ох! Вы только посмотрите, какой шкаф. Образ, икона. Поставим ее, пусть стоит. Смотрите, икона Божьей Матери. Тут так хорошо, прохладно, даже грубо сохранилось.
Тут, к сожалению, ребята, похуже сохран. Крыша обвалилась, потому что ее размыло дождем. Это, кстати, впервые у меня наконец-то попался нормальный дом. Обычно рухлядь. Это обычный курятник или хлев. Тут когда-то, ребят, жили богатые люди. Это гараж был для автомобиля. Так, ну что. Смотрите, какие огромные окна. Очень просторный дом. Друзья, редко когда увидишь дом в таком состоянии. На самом деле, в этот дом можно хоть час съехать и жить. Ох, кто-то аж пахнет стариной. Грубо сохранилось. Ну, уже телевизор не целый, телевизор разобранный, но выглядит, конечно, как целый. Выпускник года 2008. Тут когда-то, ребята, жил ребенок, студент потом. Сейчас это уже взрослый человек, которому уже за 30. И неизвестно, как сложилась его жизнь. Да, грустновато смотреть на такие прекрасные дома, в которых когда-то жили люди, а теперь они полностью брошены. Полностью брошены. Буду ехать дальше.